Всем привет! В прошлой части нашей серии видеороликов о выживании в ядерной войне мы провели онлайн-симуляцию ядерного взрыва. Ссылка на видео в правом верхнем углу экрана. И поговорили о поражающих факторах ядерного взрыва. Ссылка там же. Сегодня мы поговорим о том, что нужно сделать еще до и сразу после ядерной атаки. А именно в первые секунды, минуты и часы после взрыва атомной бомбы и до самого взрыва. Для начала вопрос на засыпку. А как именно мы узнаем о ядерном взрыве? По официальной версии мы узнаем об этом по сигналу «Атомная тревога», который подается голосом по всем каналам теле- и радиовещания, приходит в виде СМС на номер вашего телефона, а также дублируется гудками железнодорожных локомотивов и плавсредств. Один длинный гудок и два коротких. И так повторяется несколько раз. Согласно нормативам МЧС РФ, такой сигнал должен прозвучать за 14 минут до ядерного взрыва. Но это в теории. А что же произойдет на практике? В порядке нашего государства, бюрократию, а также всеобщую организованность в кавычках во всех органах наших властей, я сомневаюсь даже в том, что такой сигнал успеют получить самые первые лица, не говоря уж о нас, простых холопах. Эти нормативы МЧС разрабатывались еще во второй половине прошлого века в СССР, когда подразумевалось, что основной ядерный удар будет производиться с территории США ракетами большой дальности, полет которых длится чуть менее получаса. Это достаточное время для обнаружения пуска этих ракет на территории США, определения траектории их полета и заблаговременного предупреждения своего населения. Но все давно и безвозвратно изменилось. В наше время ядерные ракеты находятся у самых наших границ. Латвия, Эстония, Румыния, Польша – уже страны НАТО. Там есть пусковые установки, пригодные для запуска ядерных ракет типа «Томагавк». Помимо этого, ракеты среднего и малого радиуса действия морского и воздушного базирования размещены на военных кораблях США, в Балтийском море и на авиабазе в Эстонии. Не забываем и про Францию, крупную ядерную державу. На 3 из 4 французских атомных подводных лодках есть иные боезапасы. 2 из этих лодок переведены в режим постоянного боевого дежурства, то есть они плавают в Северной Атлантике, в Северном Ледовитом океане или даже в Балтийском море. И уничтожить их в доках одним превентивным ударом уже явно не получится. На фотографии французская атомная подводная лодка «Барракуда». У Франции есть также около 50 истребителей и бомбардировщиков береговой и палубной авиации с высокоточными управляемыми ракетами с ядерными боеголовками на борту. На фото французский президент на авиабазе Истрек в 2015 году. Что это все означает для нас конкретно? А то, что подлетное время таких ракет уже не полчаса, а всего 7-10 минут до Москвы. И это мы даже не упомянули о гиперзвуковых ракетах, которые летят еще быстрее. То есть предупреждение, сигнал «Атомная тревога» мы получим в лучшем случае перед второй или третьей атакой. Это при условии, что переживем первую. Значит, не надо надеяться на так называемые власти или органы. Надеяться можно только на самого себя. Собирать тревожный чемоданчик и готовить безопасное укрытие надо уже сейчас, буквально после просмотра этого видео. Про тревожный чемоданчик мы поговорим в следующий раз, а сегодня коротенько про укрытие. Если вы живете в сельской местности, вдали от крупных городов и военных объектов, все более-менее ок. Ваши шансы пережить ядерный взрыв сильно повышаются. Ядерную бомбардировку можно пересидеть в собственном подвале, погребе или амшанике. Главное затариться питьевой водой и продуктами и не выходить из этого подвала минимум неделю. А вот городским жителям я бы посоветовал уже сегодня прикупить домик в деревне и отправить туда всю свою семью. Жену, детей, престарелых родителей, домашних питомцев, любовниц. Как минимум до конца этого года. Если вас лично еще держит город, дела, работа, старайтесь уезжать к семье в деревню хотя бы на выходные, а лучше каждый день после работы и на всю ночь. Итак, мы уже выяснили, что предупреждать о взрыве нас никто не будет. О ядерной атаке мы узнаем по вспышке или шуму от ударной волны разрушающихся зданий. Если постоянно следить за небом, если вам, конечно, совсем нечего делать, то в ясную погоду можно увидеть даже подлетающую ракету.
Она оставит за собой след в воздухе в виде белого шлейфа, как падающая звезда или метеорит. Увидели такой метеорит? Мгновенно падайте в какую-нибудь яму, канаву или щель лицом вниз и накройте курткой голову. Если взрыв застал вас на улице города, вам не повезло. У вас минимальные шансы на выживание. Вас или сожжет тепловой волной, или убьет проникающей радиацией, если вы близко к эпицентру взрыва, или раздавит обломками от разрушающихся зданий. В первые секунды после взрыва наибольшая опасность представляет световое излучение до 9 км от эпицентра и проникающая радиация 2-3 км от эпицентра взрыва, а также ударная волна. Смотри зоны поражения в первом видео. Если вам удалось отлежаться в своей яме или канаве, пережить проникающую радиацию и ударную волну от ядерного взрыва, и они прошли сверху вас, не медлите, срочно бегите в какое-нибудь укрытие, подвал своего дома и тому подобное. Штатные бомбоубежища, метро и прочее к этому времени, скорее всего, будут закрыты и вас туда не пустят. Ваша задача укрыться от радиоактивных осадков на ближайшие несколько дней. Как только вы доберетесь до укрытия, срочно смените одежду и помойтесь. Ваша одежда уже заражена радиоактивными частицами, ее надо выбросить. Примите противорадиационные препараты, таблетки с йодом и прочее. О том, сколько вам сидеть в этом укрытии, что делать дальше, мы поговорим в следующий раз. А на этом на сегодня я заканчиваю. Всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте ваши вопросы, о чем еще вы хотели бы узнать по данной тематике. А я постараюсь вам запилить новый видосик в следующий, наверное, вторник. Это так. Ладно, еще раз прощаюсь, пока.